Приветствую! Вот уже много лет я занимаюсь адаптацией американского света под российский и европейский стандарт. Давно собирался сделать видео. И вот представилась возможность показать вам адаптацию американского светильника от начала до конца. Чтобы не тратить ваше время, я убыстрил видео. Таймер показывает, сколько времени заняла адаптация. Если какие-то моменты вам покажутся непонятными, с удовольствием отвечу на них в комментариях. Сегодня у меня в переделке подвесной светильник серии Cambridge от компании Restoration Hardware. Так как это уже третий светильник, который я делаю, я заранее уже знал, какие понадобятся материалы и инструменты. Во-первых, после распаковки необходимо обязательно осмотреть светильник на наличие повреждений транспортных, заводского брака. Видите, все стеклышки целые, все с ним хорошо. Светильник выглядит замечательно, исключая то, что он не подходит под российский стандарт. А проблема заключается в том, что у этого светильника патроны на Е12, то есть под патроны DISO на 12 мм. Это стандарт для американского континента на 120 вольт. Первое, что я делаю, это ставлю метки, чтобы знать потом, как его точно собрать. По опыту я знаю, что после сборки их подгибают, чтобы точно сцентровать внутри корпуса. И если собрать его не так, как он был собран изначально, он будет кривой. Так как светильник у нас находится внутри корпуса, то проще всего его разобрать полностью и спокойно заниматься адаптацией без риска повредить корпус или разбить стекла. Стандартный ключ, который подходит под гайки практически любого производителя в мире, это ключ на 14, реже на 13, и бывают и больших размеров гаечки. Стандартная резьба на светильниках это М10 шаг 1. Это дает возможность унификации некоторой. Можно устанавливать патроны как американские, так и европейские. Они все имеют одинаковый размер резьбы посадочной. И поговорим, какая задача предстоит. Провода не меняются, несмотря на то, что операция называется rewiring. То есть, если переводить, то замена провода. На самом деле провода в американских светильниках рассчитаны так же, как и по российским стандартам, поэтому замены провода не требуется. Необходимо заменить только патрон на стандартный европейский патрон Е14 под нашу российскую, и общеевропейскую лампочку. Как видите, патроны стоят керамические. Вот они, Е12 патрон керамический. Патрон китайского производства здесь установлен. Бывают разные, эти неразборные. Изготовлены они сразу с проводами. Провода слишком толстые, поэтому принято решение мной, что здесь заменим и вот эти проводочки, которые идут от патрона до центральной части светильника. Тут надо заметить, что, как и большинство американских светильников, их собирают на цианокрилат, и что затрудняет сильно их разборку, зато упрощает эксплуатацию американским пользователям. Разобрать его довольно сложно получается. Приходится, видите, пользоваться феном. Нижние части мы оставляем, они металлические, красивые, но у них есть такие упоры внизу, которые держали стакан родной. Видно их хорошо здесь. Которые необходимо убрать, так как патрон Е14 не влезет. Поэтому с помощью дримеля убираем излишки металла. Хочу напомнить про то, что работать с гравером нужно обязательно в средствах защиты. Защищать нужны и глаза, и органы дыхания. В данном случае я использую твердосплавную фрезу. И так как это место у нас будет не видно, в любом случае закроется патроном, то дополнительная какая-то обработка, покраска не требуется. А сами детали изготовлены из алюминиевого сплава,
и также не требует дополнительной обработки. Ну и последняя заготовка, которая нам понадобится, это проводники, которые у нас соединят наши новые патроны с основной частью люстры. Я использую провод 1 квадратный миллиметр, длину возьмем как было, чтобы у нас не было ни коротко, ни длинно. Вот. Напомню, что обязательно все мелкие провода до 1,5 миллиметров нужно оконцовывать, а так как я использую плоскопружинные клеммы на патроне, то концевать их обязательно. Использую я наконечники НШВ, это не изолированный втулочный наконечник, ну, соответственно, тоже сечением 1 квадратный миллиметр. И тут нужно еще заметить, что не все прессовки подходят под плоскопружинную клемму, можно концевать в квадрат или в шестигранник. Трапециидальная прессовка не подойдет. Ну, в этом случае просто лучше воспользоваться паяльником и залудить концы. Ну, я заранее уже заготовил необходимые комплектующие. Это будет карболитовый патрон, такой в ретро-стиле, итальянского производства. Фабрика делает эти патроны на станке, которому уже 60 лет, очень гордится, водит экскурсии на заводе к этому станку. Вот. Ну, вполне успешно продолжают производить. Значит, патрон я закрепляю на фиксатор резьбы, чтобы можно было при необходимости его демонтировать в дальнейшем, но, тем не менее, чтобы он держался и не выкручивался вместе с лампочкой, если вдруг пользователь будет намертво ее туда вкручивать и пользоваться вообще лампами накаливания, а не светодиодными. Значит, ну, тут я с первой лампой, с первым патроном немножко накосячил, забыл втулочный изолятор. Ну, сейчас его снимем и потом поставим. Ничего страшного пока нет. Главное вовремя исправиться. Вот втулочный изолятор на место. Вот. Использую специальную смазку 3М для того, чтобы спокойно туда ввести проводники, нигде они не застревали. Смазочка специально предназначена для протяжки проводов. Когда она высыхает, никаких остатков не остается, никакой коррозии, никакого снижения сопротивления изоляции не происходит. Поэтому пользуйтесь только специализированными смазками. Скорее, это даже не смазка, а такой гель на водной основе. Ну, здесь хочу еще заметить, как удобно работать с плоскопружинными клеммами. Да, просто воткнул, и надежный контакт обеспечен. У данного патрона на контактной части находится специальный такой храповый механизм, который не позволяет верхней части патрона откручиваться. Ну, сама верхняя часть патрона, она такая блестящая, глянцевая, что позволит нам обойтись без дополнительного какого-то декоративного стакана. Ну и такой обеспечивается ретро-стиль, вот, даже лучше прежнего. Вот. И в любом случае стакан, который у нас был изначально, он меньше по высоте и меньше по диаметру, он нам просто не подходит. Вот. Теперь обеспечиваем, значит, соединение в центральной части. Только для этого нужно нам определиться, где у нас фазные, где нулевой проводники, чтобы потом при подключении люстры не возникло проблем у монтажника. Вот. Так как в данном случае провод не имеет цветовой дифференциации, значит, тут определились. Вот. Соединение будем делать так же, как оно было изначально, на сизах. Ничего придумывать не будем. Укорачиваю размер проводов, чтобы они все были у нас равной длины. Вот. В работе использую такой инструмент от Knipex, специальный инструмент для электрика, у которого есть и кабелерез, и зачистка проводов.
изначально сизы были защищены термоусадочной трубкой. Значит, будем повторять то же, что сделано производителем. Это несложно, но повысит качество сборки и электробезопасность данного соединения. Укладываем все обратно, как было. Аккуратно следим за тем, чтобы не было никаких замыканий, ничего не зажалось. Вот у нас все в сборе. Ну, теперь самое время проверить для начала, что все контакты у нас на месте, все исправно и подключено правильно. То есть все фазные на центральный контакт, все нулевые на боковой контакт патрона. Следующая проверка — это проверка сопротивления изоляции. Стандартная проверка 500 вольт 1 минута. Ну, как видите, сначала я проверяю сопротивление между фазным и нулевым проводником, теперь сопротивление между корпусом и силовыми проводами. Ну и в завершении я всегда делаю тест самого мегаметра. Проверяю, что он исправен. Подключаю к нему вольтметр. Вольтметр показывает 500 вольт, а мегаметр показывает 10 мегаом, то есть внутреннее сопротивление моего тестера. Таким образом, я убеждаюсь, что показания моего прибора верны. И я действительно померил сопротивление изоляции, а не просто подключал клеммы неработающего прибора. Ну, тут, в принципе, все без комментариев. Соборка идет в обратном порядке. Ровно так же, как мы разбирали. В том же порядке собираем обратно светильник. И помним о метках, чтобы он у нас был ровный. Ну вот, собственно, результат. 52 минуты 10 секунд. Общее время, с учетом того, что я точно знал, какие материалы потребуются. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если понравилось. Спасибо за внимание.